Приходилось ли вам летать на самолете? Высота, скорость, облака под крылом — захватывающее чувство, правда? А теперь представьте, вы спокойно смотрите в иллюминаторы и вдруг замечаете нечто, чему просто не можете найти объяснение. Не птицу, ни другое воздушное судно, а нечто странное. Герои сегодняшнего видео оказались именно в такой ситуации. Они запечатлели нечто необъяснимое, находясь на борту самолета. Вот тут и возникает вопрос: завидовать им или сочувствовать? Одно ясно точно: вас ждет невероятно захватывающий разбор реальных встреч с НЛО в небе. К концу ролика вы узнаете, умеют ли НЛО танцевать, кому кажутся российские истребители, почему важно пересматривать свои видео, даже если вам кажется, что на них ничего особенного. Готовы к встрече с необъяснимым? Тогда пристегивайтесь, мы взлетаем. Герой первой истории. Житель Южной Кореи Лукас Ким. Молодой человек, как ни в чем не бывало, летел на самолете из Сеула в Таиланд, наслаждаясь видом из иллюминатора. Внезапно его внимание привлек странный объект, который двигался неподалеку от крыла самолета. На первый взгляд можно было подумать, что это просто оптический эффект или игра света, но чем дольше он смотрел, тем больше убеждался: перед ним нечто необычное. Не раздумывая, Лукас достал телефон и начал снимать. Как видно на видео, рядом с крылом самолета действительно летел неопознанный летающий объект. Причем это был не один объект, а совокупность из 6 сфер, которые спустя короткое время разделились на пары и продолжили движение в небе. Зрелище было одновременно завораживающим и пугающим. Такое сложно объяснить логически, а еще сложнее просто проигнорировать. Однако, еще более удивительной оказалась версия самого Лукаса о происхождении НЛО. Молодой человек признался, что, по его мнению, это мог быть, цитата, «какой-нибудь сумасшедший российский самолет-разведчик». Правда, официального заявления от Воздушно-космических сил России по этому поводу так и не поступило, а загадочный объект так и остался неразгаданной тайной. Когда я присмотрелся, то увидел, что это был не самолет, это были 6 отдельных транспортных средств. Они светились странным пульсирующим зеленовато-желтым светом, и мне показалось, что они каким-то образом координировали свои движения, добавил Лукас. Однако не все поверили в эту историю. Как это часто бывает, в сети тут же нашлись скептики, которые поспешили дать свое объяснение происходящему. По их мнению, загадочный НЛО — это всего лишь солнечный свет, отраженный от крыла самолета, или чашка кофе, которая случайно отразилась в иллюминаторе. Вот так просто. Что ж, разгадка этого феномена остается открытой, а мы двигаемся дальше. Обратите внимание на это видео, что вы видите на нем. Я, например, вижу шар, обогнутый обручем, чем-то похоже на Юпитер или Сатурн. Этот НЛО показался пассажирам рейса Богота-Саленто в октябре 2023 года. Один из пассажиров, к счастью, догадался его подснять. Как видно на видео, НЛО довольно недолго находился в поле зрения и быстро скрылся за крылом самолета. Однако удивительно здесь не встреча с мини-Юпитером, а то, что эта встреча уже не первая. После публикации этого видео в сети тут же объявились очевидцы, которые видели это же НЛО ранее. Широкого распространения получило видео, снятое в марте 2023. Я сейчас покажу вам свидетельство. На этом видео НЛО пролетело сильно ближе к самолету. Частный рейс пролетал над районом Антиокия в Колумбии и явно не ждал такого встречного движения. Если поставить видео на паузу, то можно рассмотреть, что НЛО больше похоже на классическую тарелку или огромного ската. Кому как удобнее. О чем могут говорить такие частые встречи с похожими НЛО в Колумбии? Первое. У колумбийцев довольно причудливая на вид авиация. Второе, и более вероятное. Колумбийцы знают что-то, что вызывает интерес у неземных цивилизаций. Третьего варианта пока не заявлено. Это точно не отражение чашки кофе. Представляю вам следующее видео. Происходящее явно не напоминает что-то доброжелательное. И женщина, сидящая рядом с автором видео, прекрасно это понимает. Это зрелище имело место в районе Эгейского моря, неподалеку от турецкого города Измир. НЛО имеет цвет грозовой тучи, но формой больше походит на акулий плавник. Некоторые пассажиры сравнивали НЛО с крылом другого самолета, но мне так не кажется. Впрочем, были и другие, не менее интересные версии произошедшего. Сначала пассажиры увидели темное облако неизвестной природы. Затем это облако стало причудливо и быстро менять форму, вытягиваясь, оно на некоторые доли секунд оказалось похожим на конденсационный след ракеты или самолета. Среди типичных версий про инопланетян были и более интересные. Например, есть мнение о том, что самолет попросту понаблюдал за ходом или следствиями военных учений. Сомнительно, но окей. Другая часть приняла изображенное за выброс химического вещества в атмосферу и призвала экологов немедленно расследовать происшествие. Третья группа принялась рассказывать про оптический обман или простой атмосферный мираж. Истина, как водится, находится где-то посередине. Ну, а я продолжаю дальше.
Следующая героиня ролика сняла на камеру НЛО во время посадки в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке. Приближаясь к посадочной полосе, Мишель решила снять панораму города. Однако в объектив камеры попало нечто более неординарное, чем Нью-Йорк с высоты птичьего полета. Мишель вдруг заметила на экране странное размытое пятно. Сначала она решила, что это просто отражение, грязь на окне или дефект камеры. Но, присмотревшись, поняла, это нечто другое. Объект появился всего на долю секунды, стремительно пронесшись в небе над городом. Пока самолет снижался, НЛО, казалось, двигался в противоположном направлении. Мишель тут же отправила видео в Федеральное авиационное управление США. Однако ответа от управления так и не поступило. Будучи проигнорированной властями, Мишель связалась с двумя организациями, изучающими неопознанные аномальные явления — Enigma Labs и национальной базой данных по НЛО. В надежде получить объяснение, она также переслала кадры своему отцу, бывшему военнослужащему в ВМС США. Он предположил, что это мог быть дрон. Но если так, то он находился в опасной близости от самолета, что уже вызывает вопросы. Вскоре видео заинтересовало СМИ. Телеканал News Nation пригласил уфолога Бена Хансена, ведущего программы Discovery Plus «Очевидец НЛО», чтобы он дал свою оценку. Он подтвердил, что видео прошло все его стандартные проверки и не похоже на подделку. Однако, несмотря на то, что специалисты в сфере уфологии не считают видео подделкой, вопросы никуда не исчезают. Происхождение НЛО по-прежнему неизвестно. А что думаете вы? Пишите свои мысли в комментариях. А я продолжаю. Перед вами видео, которое 8 лет оставалось скрытым от общественности. В 2015 году пилот американского истребителя FA-18F Super Hornet зафиксировал в небе нечто странное. Съемка велась с помощью инфракрасной системы прицеливания Raytheon AN ISQ-228. Высокотехнологичного оборудования, способного захватывать и отслеживать цели на расстоянии до 210 тысяч футов. В начале видео мы видим параметры съемки. Самолет находился на высоте почти 25 тысяч футов. Камера была направлена вперед и слегка влево, а скорость истребителя составляла 252 узла. Расстояние до объекта около 26 тысяч футов. Однако навести прицел на цель сразу не удалось. Что именно увидели летчики, до сих пор загадка. Но у этого НЛО есть несколько очень необычных особенностей. Во-первых, система не обнаружила никаких выхлопов, а ведь у любого турбинного двигателя они должны быть. Более того, в инфракрасном диапазоне объект выглядел абсолютно холодным, он не испускал никакого тепла. Во-вторых, у объекта нет ни крыльев, ни оперения, в отличие от самолетов, дронов или ракет. Форма овальная, а скорость довольно высокая. Какой именно объект попал в объектив военных, неизвестно. Официальных комментариев от Пентагона не поступало, а обстоятельства появления этой записи до сих пор остаются тайной. Что же это было? Современные технологии? Новый тип дрона? Или нечто по-настоящему необъяснимое? Вы знаете, куда писать свои предположения. Следующий случай встречи с НЛО зафиксировал экипаж пассажирского самолета, следовавшего в Форт Лодердейл, США. Инцидент произошел 23 декабря минувшего года. В самолете на тот момент не было пассажиров. Никто не ждал ничего необычного, как вдруг с экипажем связался авиадиспетчер и попросил идентифицировать объект, который летит рядом. Пилот сообщил, что видит 3 объекта, двигающихся над самолетом. Кассандра Мартин, которая находилась на борту в качестве стюардессы, заметила только один, но успела снять его на видео. Кассандра дала следующий комментарий о произошедшем. «Не знаю, что это было, но я попыталась снять его на телефон с максимальным зумом. Объект сначала был белым, потом стал зеленоватым, почти как если бы вокруг него было электрическое поле или что-то в этом роде». По словам Мартин, объект следовал за самолетом примерно 45 минут, а затем исчез. В это время самолет находился на высоте около 45 тысяч футов. NBC Майами отмечает, что для дронов это слишком высоко, а воздушные шары или аэростаты не способны выполнять стремительные маневры, которые совершал объект. Похожий случай имел место над Аляской в 2023-м. Однако, как определились специалисты, за НЛО приняли шпионский аэростат. Похожий аэростат был сбит в том же месяце над Южной Каролиной. Несмотря на наличие схожих случаев, опровержений по НЛО над Багамами пока не было. Возможно, на видео действительно попал объект неземного происхождения. Посмотрите на это видео. Не замечаете ничего странного? Если вы заметили мелькающий сверху фиолетовый блик, у вас зоркий глаз. Этот ролик появился в сети сравнительно недавно, в январе 2024 года.
Его история началась совершенно случайно. Стюардесса авиакомпании Wizz Air запечатлела на камеру нечто странное прямо во время полета над Европой. На тот момент никто даже не подозревал, что обычная съемка живописных облаков приведет к одной из самых обсуждаемых аномалий в начале года. Видео впервые опубликовал британский таблоид Daily Mail, и оно мгновенно разлетелось по интернету. Все произошло на рейсе из Великобритании в Польшу. 36-летняя Дениза Теннессе, работавшая стюардессой чуть больше года, просто снимала вид из иллюминатора, но пересматривая запись позже, заметила нечто, выбивающееся из привычной картины. В объектив камеры попал светящийся фиолетовый объект, который двигался с огромной скоростью и имел крайне необычную форму. «Я работаю стюардессой уже год, но никогда не видела ничего подобного», призналась Теннессе. Заинтригованная увиденным, она тут же показала видео пилотам, но и они оказались в замешательстве. В тот момент полет проходил абсолютно нормально. На радарах не зафиксировано посторонних объектов, турбулентности не было, да и каких-либо сообщений от наземных служб о странных явлениях тоже не поступало. Этот случай настолько впечатлил стюардессу, что теперь она уверена, инопланетная жизнь существует. Вопрос лишь в том, готовы ли мы к такому открытию. Ведь если бы НЛО действительно существовали, то какие доказательства были бы для вас, дорогие зрители, неоспоримыми? Стоит отметить, что этот случай далеко не единственный. В последние годы все больше пилотов по всему миру рассказывают о загадочных встречах в небе. Например, в декабре 2023-го российские пилоты, выполнявшие рейс из Москвы в Калининград, зафиксировали странный светящийся объект, который двигался на высоте более 39 тысяч футов. Официального объяснения этому явлению так и не последовало. Неужели мы действительно находимся под наблюдением? Возможно, это был очередной инопланетный патруль или нечто, о чем нам еще только предстоит узнать. Следующее видео — довольно интересное свидетельство НЛО. И оно отнюдь не мимолетное, как многие из предыдущих. На видео, снятое пилотом Boeing 747 во время полета из Саудовской Аравии в Нигерию, можно увидеть не одно и даже не два НЛО. Необъяснимое предстало в виде нескольких белых точек. Особенно примечательно, что эти белые точки устроили своеобразный парад, который можно рассмотреть и на видео. Капитан самолета чьи Руд Ван Пангеман записал свои наблюдения и поделился видео с общественностью. На записи слышно, как два пилота обсуждают увиденное, пытаясь понять, что именно им попалось на глаза. Они предположили, что это может быть легкий самолет, но на радаре его не оказалось. Версия со звездой тоже отпала, ведь звезды не двигаются так хаотично. Свет от неопознанного объекта то мерцал, то двигался в разных направлениях. Вперед, назад, влево и вправо. Пилоты даже подумали, что это спутники Starlink, но их движение не соответствовало привычным орбитам. Однако не все согласны с тем, что экипаж столкнулся с чем-то необъяснимым. Некоторые пилоты в интернете заявили, что подобные огни видны практически на каждом ночном или утреннем рейсе. Они часто появляются в одних и тех же частях неба, меняют яркость, двигаются или собираются в группы. Так что же это было? Аномальное явление или обычный оптический эффект? Пока этот вопрос так и остался без ответа. Ну что ж, сегодня мы снова убедились, что небо таит в себе немало загадок. Кто-то видит во встречах с НЛО тайные военные технологии, кто-то причуды оптических эффектов, а кто-то явное подтверждение визитов неземных гостей. Одно можно сказать точно: такие видео никого не оставят равнодушным. Скептики будут с пеной у рта доказывать, что НЛО — это фейк, а их противники выискивать очередной пруф своей точки зрения. К какому из лагерей относитесь вы? Какое из этих видео показалось вам самым убедительным? Или, может, у вас есть собственный опыт встреч с необъяснимым в небе? Делитесь в комментариях. Самые интересные теории обязательно обсудим в будущем. И не забудьте про доказательства. Кстати, о доказательствах. Если вы любите исследовать самые разнообразные темы и искать истину в самых запутанных вопросах, то вам однозначно найдется место в нашей команде. Сценарист — отличное место для вас. Если же ваша душа лежит к монтажу или озвучке, и такие вакансии найдутся. Моя команда будет рада пообщаться с каждым из желающих. Ссылка на телеграм-бота в описании. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые загадочные истории. А на этом у меня все. Увидимся в следующих видео.